Серийный маньяк, который последние 10 лет держал в страхе жителей Приволжского и Уральского федерального округа, нейтрализован. В Казани рано утром 1 декабря оперативники задержали 38-летнего Радика Тагирова, которого разыскивали в том числе и специалисты МВД по Республике Татарстан. Его называют самым разыскиваемым преступником России на данный момент. Но кто такой поволжский маньяк? Первые тревожные звонки прозвучали на родине Радика, в столице Татарстана. Весной, летом и осенью 2011 года там при схожих обстоятельствах погибли как минимум 7 пенсионерок, почти всем жертвам за 80. Сыщики сразу задались вопросом, как он их выслеживает. Соседи дали наводку, неизвестный ходил по квартирам и представлялся сотрудником ЖЭУ, спрашивал, кто с кем живет. Также оперативники считают, что за некоторыми потерпевшими преступник просто несколько дней следил. Как итог, он стучался в дверь, представлялся электриком, сантехником, почтальоном, представителем какой-нибудь коммунальной службы, и ему открывали. Уже в помещении преступник выбирал удобный момент и нападал на своих жертв, рассказывают правоохранители. Как правило, он душил их руками, фартуком, веревкой, ремнем, проводом от утюга, да всем, что попадалось под руку. После этого злоумышленник забирал вещи и драгоценности и уходил, заперев дверь на ключ. У одной из первых несчастных старушек преступник забрал 50 тысяч рублей, у другой 40, у третьей пропали украшения, были даже те, кто выжил. В октябре 2011 года в советском районе Казани неизвестный напал на 83-летнюю женщину, она потеряла сознание и не подавала признаков жизни. Он забрал 30 тысяч рублей, сберкнижку и скрылся. Пострадавшая оказалась жива, но помочь следователям не смогла, из-за своей слепоты она не запомнила обидчика. Ненастоящий поволжский маньяк попался в Самаре. Стражи порядка не исключали, что орудуют разные люди. С такой категорией потерпевших легко справиться, а недобросовестных любителей наживы везде найдется достаточно. Проверяли в первую очередь ранее судимых, но совпадений не было, да и на местах происшествия убийца почти не оставлял следов. В то же время версию о том, что действует один и тот же человек, рассматривали внимательно. Очень много общего было во всех случаях. Лишенным жизни было от 75 до 90 лет. Жили они на первых-вторых этажах в домах рядом с дорогой. Почти везде несчастных задушили, подобравшись к ним со спины. В этот же период при похожих обстоятельствах стали гибнуть бабушки не только на территории Татарстана, но и в других регионах, расположенных не так далеко. В черный список попали Ульяновск, Нижний Новгород, Ижевск, Мэри-Эл. В начале апреля 2012 года 2 нападения совершены в Перми. В конце апреля 2012 столько же в советском районе Самары. 25-27 сентября были лишены жизни 3 престарелые жительницы Уфы. Также несколько расправ зафиксированы на Урале, в Екатеринбурге. К тому моменту вокруг уже вовсю говорили о поволжском маньяке. Ему приписывали от 25 до 32 жертв. Точное количество возможно установить только после признания изверга. Работа по поиску подозреваемого велась полным ходом. За информацию о нем обещали 1 миллион рублей. У следствия был его фоторобот и даже видео с камер наружного наблюдения. К сожалению, найти злоумышленника никак не получалось. В 2017 году за информацию о преступнике давали уже 3 миллиона рублей. И весной по стране прошла громкая новость – он пойман. Под следствие попал 38-летний Павел Шаяхметов из Казахстана. В марте 2017 года его задержали за расправу с 3 женщинами, одной в Смоленской области и 2 в Самаре. Полицейские исследователи не исключали, что это тот самый поволжский маньяк, но не спешили с выводами. В суд дело ушло через год. Новых эпизодов не добавилось, но попытки их приписать, по всей видимости, были. Меня сначала обвинили, что я якобы являюсь каким-то маньяком, потом грабителем, наемным убийцей. Много было всяких версий, множество эпизодов на меня пытались повесить, и до сих пор это не прекращается. Мне пытаются еще и еще эпизоды какие-то прилепить, даже по тем местам, в которых я не был никогда в жизни, и не знал об этих людях, как и тех, в расправе которых сейчас меня обвиняют, заявил Шаяхметов на первом заседании по его делу в Самарском областном суде. Оно проходило 26 марта 2018 года. В тот же день Павел покончил с собой в конвойном помещении. Его причастность к жертвам поволжского маньяка так и не подтвердилась. Улики указали на слесаря.
К 2020 году надежды на то, что преступника старушек найдут, уже подугасли. Да и он не давал о себе знать. Да, похожие преступления совершались. В частности, в Саратове расправились с 2 пожилыми парами в 2019 году, но там быстро нашли причастных. Следователи считали, что искать нужно в Казани, и не ошиблись. Расследование уголовного дела по фактам нападений в период 2011-2012 года на 26 пожилых женщин, совершенных на территории 12 субъектов Центрального, Приволжского и Уральского федеральных округов, продолжаются, отмечает официальный представитель Светлана Петренко. На основании результатов криминалистических исследований и анализа обнаруженных на местах происшествия, биологических объектов и иных следов преступлений установлено, что все они совершены одним лицом. На это указывало совпадение генотипа и следов обуви нападавшего, а также стереотипный характер его действий. В результате совместной работы криминалистов и следователей, сотрудников ФСБ и уголовного розыска МВД, после проведения более 10 тысяч сравнительных генетических экспертиз на маньяка удалось выйти. В криминалистических базах учета нашли мужчину, который совпадал по генотипу. 1 декабря 2020 года по подозрению в серии нападений задержали Радика Тагирова. Тагирову 38 лет. В последнее время он проживал в казанском поселке Дербышке, на улице Главной, вместе со своей сожительницей. Именно там его и заковали в наручники. Возлюбленная Радика ничего не знала о его темной стороне, хотя это только первоначальное предположение. Может быть, все иначе. Мужчина работает слесарем. Он судим в 2009 году за совершение кражи, говорит Петренко. Сейчас подозреваемый дает признательные показания. У него получены образцы биологического материала, назначена генетическая экспертиза. В ближайшее время предполагаемого поволжского маньяка отправят в суд, где следствие будет ходатайствовать о его аресте. Понимаешь, за что тебя задержали? Да. За что? По подозрению совершения Убийство. убийств или убийства? Убийство. Убийств? Да. Кого? Бабушка. Бабушек? Да. Мы именно вы душили, выбрали этот способ убийства. Тихий, быстрый. Не знаю. Безболезненно. Для них, мне казалось. А что вас подтолкнуло именно на совершение убийства? Спонтанно все это произошло. Кушать хотел. А вы помните, сколько жертв на вашем счету? Много? Нет? Не считал.